Привет, друзья! Планета снова под ударом. Землетрясения, ураганы, наводнения и оползни вновь терзают нашу планету. Катаклизмы следуют один за другим. Эти кадры сняты в разное время и в разных странах, но их объединяет одно – разрушительная сила стихии. В этом выпуске все ключевые события последнего дня. Мощный торнадо обрушился в субботу на район Гуатупе в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, входящем в состав столичного региона Куритиба бразильского штата Парана. Атмосферный вихрь, сформировавшийся во второй половине дня на фоне резкого температурного перепада и прохождения холодного фронта, оставил после себя полосу серьезных разрушений. Основной удар стихии пришелся на жилой сектор и промышленные объекты. Ураганный ветер сорвал крыши с десятков домов, повалил капитальные кирпичные стены и опоры линий электропередач. На ряде улиц зафиксировано падение вековых деревьев на припаркованные автомобили, а легкие металлические конструкции и рекламные щиты были унесены на сотни метров. По предварительным данным, пострадало более 200 домов. В отдельных районах города движение транспорта оказалось заблокировано из-за обломков и упавших деревьев. Согласно информации государственной электроэнергетической компании Параны Копел, в Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе без электричества остаются около 10 тысяч домов. Информации о погибших на данный момент не поступало. Метеорологи классифицировали данное явление как торнадо малой или средней интенсивности, подчеркнув редкость столь разрушительных вихрей в городской черте этого региона. На федеральной трассе Фернан-Диас в бразильском штате Минас-Жерайс во время движения в районе муниципалитета Игарапе автобус внезапно охватил огонь. Благодаря оперативной реакции водителя, который вовремя заметил задымление и остановил машину, все люди успели покинуть салон. В это же время ситуация осложнилась тем, что после остановки и начала пожара охваченный пламенем пустой автобус начал бесконтрольно катиться с задним ходом вниз по склону, создавая смертельную угрозу для других участников дорожного движения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Согласно предварительному заявлению Национального агентства наземного транспорта, автобус осуществлял нелегальную перевозку пассажиров и не имел действующего разрешения на совершение данной поездки. Точная причина возгорания на данный момент не установлена. Эксперты рассматривают версию технической неисправности. Из-за инцидента движение на ключевой магистрали было полностью перекрыто на несколько часов, что привело к многокилометровым пробкам. 10 января греческий портовый город Александрополис, расположенный на северо-востоке страны, столкнулся с внезапным сильным штормом, по своим характеристикам напоминавшим торнадо. Скорость порывов ветра в эпицентре стихии достигала экстремальных 150 км в час, что всего за несколько минут привело к масштабным разрушениям городской инфраструктуры и частной собственности. Основной удар пришелся на прибрежную зону и местный аэропорт Демокрит, где ураганный ветер перевернул и практически уничтожил 3 припаркованных учебных самолета, а также нанес серьезный структурный ущерб зданию терминала, выбив окна и обрушив подвесные потолки. В самом городе стихия вызвала настоящий хаос. Сотни здоровых деревьев были вырваны с корнем или сломаны. Многие из них рухнули на припаркованные автомобили и проезжую часть, полностью парализовав движение на ключевых улицах. Вдоль набережной ветер разбил витрины магазинов и ресторанов, раскидал уличную мебель, мотоциклы и строительные материалы. Из-за разгула стихии власти были вынуждены закрыть все городские парки и ограничить доступ к набережной. Ситуация в регионе осложнялась штормом в Эгейском море, из-за которого было полностью прервано паромное сообщение на линии Александрополис-Самотраки, оставив остров в изоляции на несколько дней. Несмотря на значительный материальный ущерб, по счастливой случайности удалось избежать человеческих жертв. Во многом этому поспособствовал сильный ливень, сопровождавший шторм, который заставил жителей и туристов оставаться в помещениях в момент пика стихии. Сегодня регион Эврос остается в состоянии повышенной готовности из-за прогнозируемого резкого похолодания.
Утром 11 января в Андаманском море, недалеко от побережья Пхукета, произошло столкновение скоростного туристического катера с рыболовецким траулером. Инцидент произошел в районе островов Ко-Хай и Ко-Пхи-Пхи. На борту катера находилось 55 человек, 50 иностранных туристов, 2 гида и 3 члена экипажа. В результате сильного удара катер перевернулся и затонул, а люди оказались в воде. По официальным данным, на текущий момент погибла 18-летняя российская туристка. Число пострадавших, по разным оценкам, составляет от 11 до 23 человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии в больнице острова Пхи-Пхи. После столкновения спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали всех на берег. Предварительное расследование показало, что рыболовное судно в момент столкновения могло быть неподвижным, тогда как скоростной катер двигался на большой скорости. Особое внимание властей привлекли результаты медицинского освидетельствования водителя катера. Его тест на наркотики дал положительный результат. Следственные органы продолжают выяснение всех обстоятельств аварии. В воскресенье южные регионы Италии оказались во власти шторма, вызванного циклоном в Средиземном море. В Апулии на площади Либерта в центре Бари огромная пальма, не выдержав порывов ветра, внезапно рухнула прямо на проезжую часть. По счастливой случайности, проходивший в этот момент рядом пешеход успел отскочить в сторону буквально за доли секунды до падения тяжелого ствола. Однако пальма рухнула на проезжающий мимо легковой автомобиль, значительно повредив кузов и заблокировав движение по одной из центральных улиц города. Сообщается, что водитель не пострадал, но пережил сильное потрясение. Одновременно с этим в Калабрии, в живописном прибрежном городке Шилла, огромные волны начали перехлестывать через защитные сооружения и набережную, затапливая припаркованные вблизи берега транспортные средства. В районе порта и пляжной зоны Марина Гранде потоки воды едва не смыли в открытое море 2 автомобиля на нижней террасе. Местные службы гражданской обороны ввели запрет на доступ к прибрежным зонам, поскольку высота волн продолжала расти, угрожая прибрежной инфраструктуре и жилым домам, расположенным на первой линии. Синоптики предупреждают о сохранении штормовой погоды в регионе в течение дня. В воскресенье в деревне Манай, вблизи города Апанабо, филиппинской провинции Давао-дель-Норте, на одной из местных автозаправочных станций произошел сильный взрыв. Взрыв произошел во время процесса слива топлива из бензовоза в подземные резервуары АЗС. Сила взрывной волны была настолько велика, что ее ощутили жители соседних поселений в радиусе нескольких километров, а в близлежащих жилых домах и коммерческих зданиях были выбиты окна. Сразу после взрыва на территории станции вспыхнул интенсивный пожар. Огонь быстро перекинулся с горящей цистерны на основное здание заправочного комплекса и припаркованные рядом транспортные средства. Пожарная охрана города Панабо совместно с добровольческими бригадами из соседних районов оперативно прибыла на место происшествия. Однако из-за высокой температуры и риска повторных взрывов локализация очага заняла более 2 часов. В ходе инцидента пострадали по меньшей мере 4 человека, включая водителя бензовоза и сотрудников АЗС. Все они были экстренно госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Информация о погибших на данный момент не поступала. Правоохранительные органы приступили к расследованию причин катастрофы, основной версией которой рассматривается нарушение протоколов безопасности при обращении с горючими материалами. В Марокко на фоне мощного вторжения арктических воздушных масс снег выпал даже в тех регионах страны, где его не видели десятилетиями. Местные метеорологи подчеркивают, что этот снегопад стал самым сильным за последние 100 лет наблюдений и всего вторым по значимости в текущем столетии, превзойдя по интенсивности и охвату территорий аномальную зиму 2012 года. Снежный покров укрыл не только привычные вершины Атласских гор, но и города на севере и в центральной части королевства, включая Ифран, Мидельт и окрестности Тазы, где высота сугробов в некоторых районах достигла беспрецедентных 50-70 сантиметров. Для многих жителей прибрежных и предгорных зон это стал первый опыт наблюдения за настоящей зимой за последние 14 лет, что вызвало как восторженную реакцию в социальных сетях, так и серьезные инфраструктурные проблемы.
Стихия привела к масштабному транспортному коллапсу. Из-за обледенения дорог и отсутствия у большинства водителей зимней резины были перекрыты десятки национальных трасс, а движение через горные перевалы Тишка и Шибека оказалось полностью парализовано. Власти страны мобилизовали подразделения королевских вооруженных сил и службы гражданской обороны для расчистки путей и оказания помощи заблокированным в снегу автомобилистам. В сельских районах, особенно в высокогорье, правительство инициировало экстренную раздачу продовольствия и теплых одеял, так как сотни деревень оказались отрезаны от снабжения. Несмотря на логистические трудности, аграрии восприняли снегопад как благословение, поскольку обильные осадки помогут восполнить критически истощенные запасы водохранилищ и грунтовых вод после затяжной многолетней засухи. Метеорологическая служба Марокко предупредила, что аномально низкие температуры сохранятся до конца недели. Вечером 10 января на район Кисеси в округе Пекалонган индонезийской провинции Центральная Ява обрушился мощный шторм, сопровождавшийся экстремальными ливнями и шквалистым ветром. Разгул стихии привел к значительным разрушениям в нескольких деревнях, наиболее пострадавшими из которых стали Кисеси и Кроя. Ураганные порывы ветра срывали кровельное железо и черепицу с жилых домов, а также повалили десятки крупных деревьев, многие из которых рухнули на проезжую часть и линии электропередач, вызвав массовое отключение света во всем районе. По данным регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, серьезные повреждения получили более 40 строений, среди которых жилые дома и хозяйственные постройки. Ситуация осложнилась внезапным наводнением. Из-за аномального количества осадков уровень воды в жилых кварталах быстро поднялся до 40-60 сантиметров и затопил дворы и внутренние помещения домов. Несмотря на серьезный ущерб, официальных данных о погибших не поступало, однако несколько местных жителей получили легкие травмы и ушибы. К утру 11 января основные магистрали района Кисеси были очищены, однако власти призвали жителей сохранять бдительность из-за прогнозов о продолжении экстремальных погодных явлений в регионе. 12 января Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии зафиксировал резкий всплеск активности одного из самых активных вулканов страны – Майона, расположенного в провинции Албай. В течение суток сейсмические датчики зарегистрировали серию из 5 вулканических землетрясений и более 100 случаев камнепадов, вызванных продвижением лавы в верхних слоях кратера. Над вершиной вулкана на высоту 600 метров поднялся густой столб пепла и пара, который под воздействием ветра начал распространяться в юго-западном направлении, вызывая легкий пеплопад в близлежащих населенных пунктах – Камалик и Гинабатан. В связи с нарастающей нестабильностью власти повысили уровень опасности вулкана до 2-й отметки. Главной угрозой на данный момент остаются пирокластические потоки. Действует запрет на нахождение в постоянной опасной зоне радиусом 6 километров вокруг гиганта. Жителям прилегающих районов рекомендовано носить маски для защиты дыхательных путей от пепла. Авиационным властям выдано предупреждение о запрете полетов вблизи вершины. Массовая эвакуация пока не объявлена, однако сотни семей, проживающих в зоне риска, должны быть готовы к немедленному перемещению в случае усиления выбросов. Ситуация осложняется сезоном дождей, который создает дополнительный риск возникновения лахаров – мощных грязевых потоков, способных сойти со склонов вулкана и заблокировать дороги и русла рек в низинах. На выходных округ Донгала в индонезийской провинции Центральной Сулавеси пострадал от масштабного наводнения, вызванного многочасовыми проливными дождями, которые привели к выходу из берегов сразу нескольких крупных рек. Стихийное бедствие охватило 5 районов округа, при этом наиболее критическая ситуация сложилась в районах Баньява и Лабуан, где потоки воды и грязи стремительно затопили жилые кварталы. Уровень воды в низменных частях города Донгала и прилегающих деревнях достигал 1,5 метров. Это заставило сотни семей спасаться на крышах своих домов в ожидании помощи.
Наводнение нанесло колоссальный ущерб инфраструктуре и частному сектору. По предварительным данным Регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, затоплено более 850 жилых строений, повреждены мосты и размыты участки дорог регионального значения, что существенно затрудняет доставку гуманитарной помощи. Стихия также нанесла удар по сельскохозяйственному сектору, уничтожив десятки гектаров рисовых полей, готовых к сбору урожая. В ходе спасательных операций, проводимых объединенными силами полиции, военных и волонтеров, были эвакуированы тысячи человек. Их разместили в зданиях школ и мечетей на возвышенностях. Несмотря на серьезные последствия разрушительного паводка, информации о погибших не поступало. К вечеру воскресенья уровень воды в ряде районов начал медленно снижаться. Тем не менее, экстренные службы остаются в состоянии повышенной готовности из-за прогнозов Метеорологического агентства Индонезии о сохранении высокой вероятности экстремальных осадков в центральной части острова Сулавеси в течение ближайших 48 часов. Муниципалитет Сан-Хуан-Апико в департаменте Ла-Либертад в Сальвадоре оказался в зоне бедствия из-за внезапных и интенсивных ливневых дождей, вызвавших стремительные наводнения. Аномальное количество осадка, выпавших за короткий промежуток времени, привело к выходу из берегов местных рек и ручьев, а также к переполнению ливневой системы. Потоки воды, смешанные с грязью и мусором, быстро заполнили улицы города и проникли в жилые дома, застигнув многих жителей врасплох. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в прилегающих к руслам рек районах и низменностях. Уровень воды в помещениях поднялся более чем на полметра и нанес серьезный ущерб мебели, бытовой технике и личным вещам граждан. Стихия парализовала транспортное сообщение в районе. Ключевые дороги, соединяющие Сан-Хуан-Апико с другими населенными пунктами департамента Ла-Либертад, стали непроходимыми из-за скопления воды, поваленных деревьев и сошедших селевых потоков. Подразделения гражданской обороны Сальвадора совместно с армейскими частями и волонтерами немедленно приступили к проведению поисково-спасательных операций и эвакуации наиболее пострадавших семей в пункты временного размещения. Несмотря на сообщения о значительном материальном ущербе и гибели домашних животных, информации о человеческих жертвах непосредственно в районе Сан-Хуан-Апико не поступало. Власти объявили оранжевый уровень опасности в регионе, призвав население к бдительности, так как переувлажнение почвы значительно повысило риск возникновения масштабных оползней на склонах гор, окружающих долину. К утру 11 января вода начала постепенно уходить, позволив коммунальным и аварийным службам приступить к восстановительным работам. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.